Одевались палки? Да-да-да. Думаешь, нифига себе, а как это? Я устал, я отдыхаю. Вторым планом. Да-да-да. Я что хочу сказать, что тогда струны это была роскошь. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Антон Горбунов. Антон Горбунов – это легендарный, не побоюсь этого слова, бас-гитарист в России, ну и, наверное, за ее пределами, композитор, музыкант. И ему слово передаю, может быть, еще добавишь. Не просто Антон Горбунов. Когда-то вышло интервью Жаку Пасториус, такой черный парень у него брал интервью, ну, самое его легендарное, где он там всякие там... Она единственная, по-моему. Ну, может, и единственная. По-моему, одно, да. Ну, в смысле, такое известное. Да, они вот вдвоем сидели с гитарами, и там рассуждали. И я его, ну, наверное, в свое время там смотрел, точно не один раз, смотрел вот на его растяжку и думал, господи, я так никогда не смогу со своими пальцами сыграть. И, конечно, не смог. Ну да, у него там лапа такая большая была. Он еще с отверткой постоянно что-то сидел, разбирал. Да, он крутил там эту гитару. Крутил, да. Ну, хочется, знаешь, как в формате одного видео постараться захватить какой-то целый путь, может быть, коротко того, как ты пришел к тому, чтобы играть именно на бас-гитаре. Все было довольно предсказуемо. Это был, где-то 84-85 год, наверное, когда мы с ребятами собрались, играли танцевальные песни, те, которые сейчас тоже звучат, как ни странно. И того же Антонова, Саруханова, и вот эти, и Барыкина, и Кузьмина. Там куча песен была, тех, которые сейчас называют форматом 80-е, 90-е, которые называют сейчас каверами. А как вот, почему бас? Вот как это вот сформировалось, что именно бас-гитара? Ну, это же типа 4 таких толстых струны, блин, это ж так клево. Это даже было там, кто играет на басухе, тот типа тут крутой пацан. Вот там было как бы на ритмухе, на соле и на басе, как у нас говорили во дворе. Да. Как бы при всей простоте инструмента, он же функциональный инструмент, да, там как тунц, вот это вот, да. Но мы играли, вот эти песни собирались, это же было Курган, Сельмаш, город Курган, маленький такой городок на Урале. И это же было интересно поиграть в игру, ансамбль, то есть это какой-то, это же вообще, это же группа, звучат все вместе, барабаны, клавиши там. Вот. И, это потом переросло уже в какое-то такое увлечение, потому что у нас был такой старший ансамбль, назывался он «Фаэтон», а мы типа вот спутник этого «Фаэтона», и играли вот эти песни, то есть на танцах. Клубные танцы. То есть что такое клуб? Клуб — это не в смысле, как сегодня клуб. Клуб — это как бы дворец культуры. Да. ДК, дворец культуры. Вот в этом дворце культуры по пятницам, субботам, по-моему, проводились не дискотеки, а танцы. Танцы под живой ансамбль. И собирался ансамбль, вот мы первые на разогреве, нам по 16 лет, что мы выучили, там репертуар такой, нормальный. Играли, получается, отечественные, Да. Не Битлз, условно. Нет, не Битлз. Нет, не Битлз, играли только отечественные песни. Все это было очень так скромно, но зато на голоса раскладывали, там двуголосие, минимум трехголосие даже было. Иногда четырехголосие даже было. Иногда было, но редко, но было. Были такие ферромагнитные струны, ты обдираешь обмотку снимаешь, и там такая железяка. Они типа становились такие железные, как вот современные басовые струны. Ты можешь вот вспомнить хоть какую-нибудь песню, которую ты играл на бас-гитаре тогда? И сейчас что-то такое сыграть? Те партии, которые... Ну, а у тебя он настроен-то так. Да. Ну, давай хоть твой сейчас поставим. Ну, можно? О, да. Слов не помню. Я устал и отдыхаю, балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей. И так далее. О, круто. Тут. Но это строй современный такой же. Ну да. Ну, я имею в виду опущенные там на 2 тона. Не, очень круто. Ну, слушай, я вот сразу понял песню. Вспомнил, да? Да.
Ну, в было... общем, вы стоите, как бы играете, Да, мы танцуют. стоим, играем, танцы, да, идут Да. танцы, вот мы поиграли, идут танцы, то есть как бы люди танцуют там парами, там такая самодельная цветомузыка на тиристорах, как сейчас помню, модная такая, значит, кругом фонарики, они горят, и самодельный аппарат, как ни странно. Вот, потом пришел целый пульт эстрада, такой эстрада-пульт, и ревер был, а ревер был ленточный такой. Ну, кто помнит, опять же, помнит, навряд ли вообще. Представьте себе, вот, дай реверу, такой, сейчас, кнопку. А тогда ревер это был как магнитофон, ленточный, повторение. Он записывал, да? Он получается? записывал, да, получался такой раз. И причем каждое повторение было уже с искажением, потому что это пленка, Ну это да, настоящая пленка. Ну, сейчас многие гоняются за этим звуком, на самом деле. Да. То есть ты говоришь раз, а у тебя раз, уже такое, как будто с такой легкой карлушатиной. Так я бы с удовольствием хотел послушать эти записи, но их нет просто в Не природе. сохранились, да? Их нет в природе. Мы да. никого... Я думал, как же это было круто записаться бы когда-нибудь и себя со стороны послушать, или наш ансамбль, как это было. Я просто никто не мог предположить, что, мягко говоря, мы скакнем так круто, что ты пишись с утра до ночи хоть каждый день. Да. Хоть с утра до ночи, прям вот садись и пишись. Ну, вот когда ты понял, что у тебя определилось место в группе, ты бас-гитарист, ты, наверное, подумал, ну, окей, я там выучил какие-то партии, теперь надо развиваться. То есть все-таки, ну, когда я там начинал учиться, у меня уже был интернет, но раньше такого не было. То есть Да. как вот, где брать вдохновение от кого и как смотреть, то есть надо же как-то учиться, ноты. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что тут же было все ну, как бы запрещенка была, запрещенка. Ну, вот, например, приезжает группа, например, у нас маленький городок, они селятся, у нас там гостиница Москва такая была. Они с собой брали мерч. Что такое? Что включался с собой мерч? Ни майки, ничего. Аудио-видеошколы. И инструменты. Струны, в первую очередь. Все, что вот, да, струны, что... Ну вот на сегодняшний день струны, да, это расходник. Ну, расходник же. Ну да. А струны – это роскошь. Ну, почему? То есть, как бы, и мало того, что я вот рассказывал про оплетку, которую ты снимаешь, да, у тебя там вот это всё. Мы так и делали. Но вот еще струны варились, тоже слышал об этом. Ну, да? я даже сам варил. Не просто. Кто-то добавляет соду, кто-то в ацетоне их варил. Кто-то, да? Да, в ацетоне. Серьезно. Как можно дольше продлевая им жизнь, потому что иначе это просто превращалось... Ну, ты как бы играешь, они уже веревки, да? Ну да. Стоил комплект Дедарио 25 рублей. То есть на минуточку 30 рублей была стипендия студента. А кто вот, на тот момент один из первых бас-гитаристов вот зарубежных, который ты посмотрел и думаешь, блин, вот я, конечно, Но не буду посмотрел, учиться. а послушал. Ну, послушал, да. Из зарубежных нет, ты не поверишь. Это был не зарубежный. Это был басист группы «Динамик» Сергей Рыжов. И это его знаменитое соло. Это было вообще нечто. Потому что до нас информация, ну, максимум, что мы могли послушать, это Битлз, Led Zeppelin. Это да. И тут появляется такая оторванная группа «Динамик». Вот то, что кировский концерт, довольно известный, 82 года. Там у него в середине есть песня «Музыканты» называется. И вот в этих «Музыкантах» Рыжов играет соло. Слэпом, что ли? Слэпом. Он сначала играет пальцами, потом слэпом. И говорит, текст такой: «Стэнли Кларк на пятки наступает». Перед тем, как соло басовое, да, Стэнли Кларк на пятки наступает. Есть такая фраза, да. Но тут пришел басист и начал всех смешить, рассказывая, что трубу жена не отпускает, и произнес: «Бросаю завтра пить, Стэнли Кларк на пятки наступает». И вот когда вот эти имена стали появляться, думаешь, да что это? И вот это соло, думаешь, а он так играет, все такие, вау, ничего себе, и все сдирали его, это соло, с этого кировского концерта. Вот это первое, что мы услышали. А потом уже... То есть до этого ты пальцами как бы играл. Да как бы пальцами, вот то, что я тебе показал, тун, ту-тун. А потом ты смотришь, и там играет А там вдруг слэпом. играет тун, да, тудот, тудот, тудот. Думаешь, нифига себе, а как это? И во дворе у нас вот была такая вот даже, ну, условно, совсем слово, конкурс такой, кто это вот соло сыграет. Ничего себе. Да. У вас какой двор был музыкальный. Двор музыкальный был, Да, да. это круто. Потом уже, понятно, приходил человек, там как-то развивалось все потихоньку, год от года, ну, в смысле, год за годом, там приходили, говорят, вот, слушай, вот это вот такой есть Жако Пасториус. Я говорю, чё? И там... Я говорю, чё это? А как он играет? А как? Чё? И ноты потом, когда уже... Я учился в училище, ну, параллельно
училище да. как кларнетист, вот, а потом, когда поступил в консерваторию, тоже брал уроки. То есть ты учился как кларнетист, да? Я кларнетист учился. Ну, как Маркус Миллер играет на кларнете, по-моему, да? Маркус Миллер играет. Вот, прямо ты на кларнете и на бас-гитаре. Ну да, я закончил даже консерваторию, умудрился в Екатеринбурге. Там я брал уроки Александра Доброславина, такого очень известного бас-гитариста. Он выписывал вот эти все пасторесовские партии на ноты. Может быть, знаешь что? Ты вспомнишь какие-то... Вот, условно, ты узнал, что такое слэп. Ага. Как ты начинал учиться слэпу? Можешь вспомнить какие-то Вот первое, что самые... я... Да, Смотри, первое, что вот у меня как раз стало получаться, это было очень давно. Ага. Прием ап-даун, да? То, что вот очень такой популярный прием. Как почему-то он вызывал жуткий восторг вот этот. Да. И когда... Почему, то есть это тогда еще? Да! Да. Вот это, думаешь, как? Как он? Чё? На самом деле... То есть, по идее, человек играл так, одиночками, в смысле. Да. А было удобно почему-то сыграть вот так. Мне лично. Я даже не то знал. есть ты сам это понял? Да, Вау. да. Это была находка для меня. Но никто об этом не знал. Я просто думаю, а почему бы так? Потом добавляешь... Нет, просто Может- вот. Может быть, даже вот этим. Да. Но вот это было на уровне вот струны ля и соль. Потом, конечно, когда вот... Такой... Ну, тогда уже видеокассета была тогда. Смотришь, вот так вот, да? То есть они начинали раскрывать тайну. И у меня тогда возник... Я думаю, ну-ка дай-ка я попробую, а как у него? И потом думаю, дай-ка я вот замешаю вот это. Замешаю. Дальше секвенция идет. А дальше такая сложная штука. Очень круто, да. Это есть это- музыкально, это еще не просто Да, как бы, и оно фэнси, как бы, да. оно же как работает? Оно же работает как это называется, как волна. То есть как бы не просто тиги-диги, вот это. Не... Да. То есть оно тиги-диги, такая медиаторная. Оно не просто как волна, оно как бы с объемом работает. То есть как бы со вторым планом. Да. Вот это. Мощно. Такие, Это очень круто. какая-то молодьба такая была, да. И вот я вот прям сидел, занимался, как бы, чтобы вот это... Вот эти Да, пальцы да, да. еще. Видишь, у меня нету тряпки. Да. У меня вообще ничего нету. Просто вот нет ни рэмпов, ничего. Хотя я все это знаю, все это видел много, несколько десятилетий назад. Приехал в Америку и говорит, ну, Мэтью Гаррисон тут рэмп ставит, чтобы... Да, Я да, говорю, да. для чего? И, значит, Гарри Виллис. Типа, да, чтобы пальцы не проваливались. Никуда не проваливаются. Ну, мне не проваливаются. Он все равно на эту глубину уйдет, а рэмп у тебя все равно будет стоять между датчиками. Да, я знаешь, почему рэмп поставил на самом деле? Когда начали все угорать по Адриану Ферро, Ну да. вот эта вот тема. Да. пальцы не проваливались. Вот, я только из-за этой темы... Да, короче, вот у него есть такая тема. Ну, конечно, я не могу это вписать в музыку, но суть там такая, что ты как бы полмьюта можешь играть. Ну, Вот эти понятно. вот штуки. Их как будто... Да, ну видишь, что можно их без него, но чуть-чуть с ним полегче Ну, с учиться. ним полегче, может быть, да. Да. Ну, я как бы... Да, он тогда появился в 2005, что ли. Да, в 2005. Он появился, как бы, да. Но на самом деле начал эту технику, вот эту технику начал играть Мэтью Гаррисон.
Да, поэтому удобнее стало. Но и как бы вот эта техника... То есть ты не только ладошкой, да, глушишь, еще вот Ну, за счет такой есть. атаки пальцами, да? Можно глушить этим пальцем еще. Мгм. Да, ну как бы... Мне кажется, что вот такая базовая школа кларнета, ну, давай так, я не особо разбираюсь в, там, тем более каких-то... Ты не поверишь, я тоже. Нет, ну я имею в виду, знаешь, все-таки специфика духовых инструментов, Да. и игры на них заключается в том, что нужно это все согласовывать все-таки с дыханием. Конечно. Вот, то есть ты должен еще вдохнуть какой-то Конечно, воздух. конечно. И мне кажется, вот я твой лайв посмотрел, тоже мы чуть попозже об этом поговорим, но именно вот в музыке твоей, которую ты играешь, вот есть вот как мне показалось, не только вот эта вот техническая какая-то составляющая, но именно музыкальная, потому что, может быть, то, что ты учился на кларнете, оно перешло как-то на бас-гитару и позволило тебе вот это более музыкально все делать. Это очень круто. Это очень, как бы ты правильно подметил, абсолютно справедливо. В музыке, конечно, есть дыхание. Оно обязано быть, не может. Как бы, иначе это, когда человек говорит монотонно, без интонации, Да, скучно становится. то есть ты просто будет говорить, и ты через минуты 3 потеряешь интерес, наверное, к говорящему, потому что, ну, нет интонации, нет завершения фразы, нет запятой, нет многоточия. То есть нет знаков препинания. А здесь есть знаки препинания. То есть это так же, как и в аккомпанирующей игре, так и все. Это все перешло, и сама музыкальная составляющая перешла, я имею в виду, потому что это было не джазовое образование, а классическое, то есть как бы играл все-таки классику, классические пьесы. Они очень здорово помогли, вот эта сама вот такая базовая школа помогла именно в музыкальной составляющей, не в технической. Потому что технически здесь что-то другой инструмент, да? Вот, и в мышлении, и, естественно, в музыкальной, именно как бы в сочинительстве пьес, наверное, да? Где можно подумать, подышать, и какие-то планы составить, эмоции. Это самое главное. Это важное, вообще самое важное в музыке. Объяснять и показывать, как можно пользоваться паузами. Потому что, пауза, она вот так вот, мы замолчим, и будет пауза. Ну, пауза, это тоже музыка. Конечно, пауза — это музыка 100%. Я это стал переносить на игру, на басу, в сольные свои пьесы. И это как раз очень хорошо отражается. Ну, например... Я использую разные техники, они не звучат одинаково. У меня есть внутри полифония, то есть между струнами, то есть между, вернее, звуками. То есть я их беру. Ну, то есть ты как будто бы стараешься, как и в нашей речи, расставлять в музыке какие-то акценты, да, на какие-то вещи, потом отпускаешь, потом то снова... есть где-то лига задерживается, да, как будто это не бас-гитара, просто как гитара или просто даже хотя бы как клавишный инструмент, да. Именно это и хотел показать в своей игре, когда я играю. У меня есть пьеса там, мы с лупером играю, там довольно известная, называется «Лунный календарь», я вообще один играю ее. То есть я просто забиваю луп и сверху играю, то есть гармоническая. Вот, все. То есть я беру до 6, играю аккорды. Простые аккорды, но они красиво ложатся.
Именно то, о чем ты сказал. Другой инструмент немножко раздвигает рамки фантазии, Да, если да, можно да, да, выразиться так, да? То есть ты по-другому мыслишь. У тебя, ну, на мой взгляд, немножко, я, может быть, не такой прям бас-гитарист, чтобы, но вот штрих другой, я имею в виду штрих. Да, Понятно, да, что, да, да. ты понимаешь, в штрихе дело. Сам штрих – это важнейшая вещь, составляющая. Так вот, я вернусь к этому проекту, где West Magic, где я играю именно вот фактуру. Со мной верхнюю строчку играет саксофон, а я играю, и получается такой странный такой звук. Мне нравится, кстати, вот эта мысль о том, что дыхание может быть не только, ну, типа, в пустоте, да? Не просто ты играешь там какую-то сложную фразу, а потом ты должен вдохнуть, потом остановиться, а еще гармоническое, да, дыхание, то есть может быть. Вот в основном басисты как бы... Да-да-да. Условно. И я еще раз говорю, что это не в смысле я сегодня изобрел, это лет 20 назад уже, даже больше. Вот, он всякие... Ну и так далее. Это топ-5 упражнений для начинающих Ну, бас-гитаристов. Смотри, это просто гамма в 2 октавы. То есть почему? Потому что когда... Ну вот мы играем, вот в этой позиции. Вот мы в одной позиции играем, всё. И нам нужно... Не задумываясь, просто попадаешь на эти ноты. То есть первое упражнение — это играть Просто гамму по грифу, да? Просто... Ну, почти, можно подожди. так. А. 4-й возьми, да, 5-м пальцем. Так, так. Дальше. Не. Вот ты пришел сюда, смотри, зафиксируйся. Да. Дальше ты берешь ля здесь. Дальше ты делаешь слайд. Слайд первым. Нет, слайд первым пальцем. А. И дальше. Вот. С И ты, 95-го наверное, года. играл у многих известных артистов. Ну, не у многих, честно говоря, вот. Но да, какие-то были... На тот период была такой проект революционный «Линда». Линда очень крутой проект. Да. Вот, с ней мы проработали лет, наверное, где-то 5. Это выглядело довольно оригинально, потому что у меня тогда было вообще, знаешь, сколько? У меня тогда было, ну, несколько инструментов. Прям, и мы даже делали эксперименты, типа клали бас-гитару. Я тут, типа, вот лежмя даже как-то, да, я пытался какие-то такие партии. Ты помнишь группу «Я и друг мой грузовик»? Не знаешь, группа в Харькове была? Да. Вот я у них это увидел когда-то. Очень прикольно, да. Это Ну, как на пианино, типа, да, условно. типа, но это такое все, это надо вспоминать. Потом у меня были палки, как у Тони Левина еще тоже. То есть я дубасил палками. Барабанными? Нет, у Тони Левина, если ты посмотришь, концерт Питера Гэбриэла назывался «Real World», по-моему. В 94-го года, в 93-м году он записан был, он играл палками. То есть
Не как с лэпом, да, именно вот... Одевались палки, просто палочки вот такие. Пристежки вот эти вот, липучки, на липучках. Да, у меня был там номер какой-то сольный даже, я тоже там... То есть какая-то такая штука была, но только палками. Там, там такая атака была. Ну, в общем, это как бы у Тони Левина подсмотрено было. То есть вы экспериментировали в рамках этого проекта, в котором участвовал, ну, как продюсер, насколько я понимаю, Фадеев, как исполнитель Линда, и ты был как и как бас-гитарист, да, у нас там 2 гитары, было барабанщика 2, перкуссионист и клавишник. То есть это такой нормальный бенд. Комбо-бенд. У меня там потом, уже где-то в 97-м, появился даже стик, инструмент такой. Это да, который тоже Тони Левин использовал, но это Chapman Stick. Вот, играл, даже видео есть, можно в Ютубе набрать и посмотреть. Но это такая штука. То есть я играл только, он же разделен на разные половины. То есть половина сольная, которую ты играешь здесь, а половина такая. Да. И там слишком высоко, ну как на гитаре, типа, да? Да, только струны здесь стоят наоборот. Вот и толстая здесь, и пошли наоборот, да. То есть октава была вот такая. Интересно. То есть здесь толстая, а здесь тонкая. Каково это было вот попасть в такой, ну, на самом деле, на то время, я не знаю, какой еще был проект более передовой? Это самый был продвинутый проект. Так как записано было композитором, им же продюсером, да, продюсером. То есть, как бы там были вот эти все штуки, как раз, которые, кстати, были подсмотрены, ну, у того же Тони Левина, например, какие-то такие... Вот эти... Да. Вот, он пытался это показать на клавишах, но я по-своему это переиначивал. Потом был Валера Сюткин, недолго, правда. Вот, когда они втроем остались, я попал в квартет Игоря Бойко. Я, к слову, хотел сказать, что пока была Линда, я в промежутке очень крепко нажимал на занятия, очень крепко прям. Сильно. Вот, как бы тренировка была на все, на слэп, на пальцы, то есть вот на все, что возможно. Как-то познакомились с Игорем, он предложил поиграть в квартете. Потом, да, он играл у Валеры. Ну и, соответственно, мы потом начали играть с Валерой. Правда, недолго. Потом Володя Кузьмин предложил посотрудничать. Мы с ним тоже там 2,5 года где-то посотрудничали. Потом я ушел совсем на вольные хлеба. Вот. Там были разные артисты, и как бы заграничные, и записи каких-то пластинок своих, сольных, безусловно. То есть творчество было, там, придумывание каких-то треков, пьес. Вот. Ну и сейчас снова Володя Кузьмин вот, предложил вот, снова, так сказать, в упряжке идем. Вот. Но продолжаются какие-то действия со своей музыкой, безусловно. И я пытаюсь реализовать тот багаж, который был накоплен, и отложен в сторону. Вот, к слову, вот как раз был записан мой лайв. Вот сподобились тем составом, которым я и хотел. Вот, прекрасный состав. Ившин на барабанах, Петя, значит, на клавишах Толя Корчагин. Это наш такой прям цвет сейчас. Антон Залетаев, мой старинный, очень старый как бы соратник по музыке, саксофоны. Вот. Витя Чеплыгин присоединился на гитаре, джазовый гитарист молодой, очень интересный. Вот. И мы записали лайв, свели его. Мне помогает сведение, то есть, вернее, как бы вот рулит сведение, это Сергей Ананев, мой старинный тоже товарищ, который знает хорошо, как вообще должна выглядеть музыка в звуке. Это очень важный аспект. И все вот мои пластинки, да, до этого была пластинка с биг-бендом Петра Востокова, биг-бенд «Большой джазовый оркестр» называется. Мы подготовили 8 аранжировок, включая 2 моих песни. Кстати, к слову,
предлагаю послушать тем, кто заинтересован. Вообще хорошая музыка очень получилась, хорошее сведение. А лайв, вот мы как раз 1,5 месяца назад записали, свели, но относительно недавно. И хорошо еще, что мы записали лайв с видео. И видео Владислав Подымский поставил несколько камер, и мы сделали очень неплохое видео, на мой взгляд. А со звуком это сочетается прям совсем здорово. Записали в клубе Алексея Козлова. Но, на мой взгляд, это удача. И звуковая, и видео. Такая картинка получилась хорошая. Поэтому я просто рекомендую с точки зрения вообще ознакомления, что вообще в музыка у нас тоже есть инструментальная. И я затоплю за это все свои 35, даже больше лет. И сама музыка, она произрастает отсюда. В любом случае, даже используя инструментарий, даже используя там гармонию или какие-то приемы, да, но мы все равно ее используем по-своему. И это плюс. А люди настолько привыкли, что им это не, им не показывают. Они не могут даже найти это, не слушают. И хотелось бы все-таки какого-то продвижения, чтобы люди услышали, что еще кроме того, что они слушают, еще что-то такое есть. Это, к слову, о сложности. Я играю довольно очень сложную музыку. Есть вот включи там фьюжн, там такое творится. Я вот в свою очередь тоже посмотрел этот лайв, и я не знаю, я вот из российских лайвов, по-моему, круче не видел ничего. Вот именно из инструментальной, качественной музыки. Я, конечно, может быть, не так много смотрел, уверен, что-то... Нет, есть у нас есть, нет, все, у нас есть, но просто почему-то как в таком скромном формате, типа, очень мало. Да, очень мало, и как будто бы постеснялись сделать там качественный с таким размахом. Но вот этот лайв точно надо посмотреть, потому что качество звука меня, кстати, реально тоже поразило. Вот там это вот Сережа очень круто сделал. Сделал прям звук. Это просто звук живой, one take. Да, просто где-то немного обработки, правильные балансы. То есть надо любую музыку надо уметь, конечно, я имею в виду, сводить инструмент с инструментом, делать картинку, но у нас вообще культуры инструментальной музыки именно такого формата, к сожалению, нет. То есть она в таком загнанном состоянии. Это, к слову, о музыке джаз-рока, музыке фьюжн, да. То есть фьюжн — это в смысле, люди боятся слова фьюжн. Вот я всегда хотел сказать об этом. Почему-то слово фьюжн их пугает. Хотя там много есть именно музыкального материала, есть тематика яркая. Они боятся, потому что им что-то непонятно. Фьюжн, сплав различных стилей. Я думаю, что у нас это имеет место быть и должно просто быть обязательно. 100%, да. Лайв очень крутой. Мы, значит, в сентябре хотим и сделаем лагерь для бас-гитаристов. Тебя туда позвали одним из звезд, как это правильно сказать, в общем, звездой бас-гитары. И, конечно, такие мероприятия уже проводились 100%, но мы хотим сделать это немножко в таком тоже более расслабленном, может, формате, и в формате того, что у тебя там и медитация, и можно походить поиграть на гитаре, все будут общаться. Очень хорошо. Да, будет приглашен гитар-клуб, тоже они там хотят свой вечер сделать. Я скажу так, друзья мои, я вас приглашаю на кемп. В общем, идея очень интересная. Действительно, когда будет расширенный формат в плане, что мы не просто сидим там, какие-то упражнения ковыряем, это связано вообще со всей инфраструктурой, да, то, что ты сказал, и медитация, погуляли. Самое главное вообще во всем этом – это общение. Вот общение, еще раз общение, потому что именно через общение мы учимся, мы что-то узнаем, познаем что-то, да, мы перенимаем опыт, мы передаем опыт. То есть, когда я что-то показываю человеку, например, говорю, то он мне раз что-то там выдает, думаю, нифига себе, я так не умею, надо же, смотри-ка, ну-ка дай-ка я посмотрю. А как ты это делаешь? А он такой, так мне вот как-то это просто получать. Это такой круговорот воды в природе, это очень важно и очень интересно, и забавная тема. И в процессе вот этого общения, такого ненапряжного, да, оно не только будет ненапряжно, но разное будет. Я просто знаю. Я имею в виду сам процесс. Когда ты делаешь ансамбли, я делал там, да, в Самарском кемпе, когда мы делали ансамбли, собирали даже из авторских пьес, и когда ты там показываешь что-то, интересный процесс, он идет. Ну и будут прекрасные музыканты. Антон Давидянц, потрясающий просто мега-бас-гитарист. Леня Максимов, роковый бас-гитарист. Поэтому я приглашаю всех.
на этот прекрасный кемп. Ура. Да. Про оборудование давай чуть-чуть Ну тоже, давай, может быть. смотри, мое оборудование на сегодняшний день – это бас-гитара и шнур. Вот это самое крутое. Самое крутое оборудование. Я просто когда и в 2012 году приехал Ришар Бана, он тут такой выступал. Да, но это просто с точки зрения вот фразировки, музыки, тончайший музыкант и вообще один из таких апологетов, как это сказать, он вокалист. Да, он да, вокалист, причем такой этнический человек. То есть не просто какой-то там, а поет вот эту свою этническую музыку, деревенскую такую. И это так звучит, и он так себе аккомпанирует, думаешь, елки-палки, это просто так круто. По времени, я имею в виду, по фразировке, по всему. Он когда сидел на сцене, он, во-первых, играл тихо, я понимаю, что уши, да у меня уже и уши, и руки, все. Вот. Он сидит, говорит, вот, у него Фадера, как раз Imperial, да, модель. Он говорит, вот у меня 5 ручек, да, или там сколько, я не помню, 3, по-моему, ручки. Не помню. Ну там много. Там что-то много. Да, Он да, говорит, вот одна. Одна. Ну, типа разводка датчиков, по-моему, и все. Ну, типа вот он включает, и все. У него такой резиновый надутый звук. Это я к чему говорю? Потому что все было. И компрессора были, и там холы дилей. Да, не, я это использую в своих концертах. Опять же, для чего? Есть надобность, например создать там... Выведите звук. Да, я использую педаль громкости, я использую дилей. Причем простенькие совсем. Совсем простые. У меня боссовский дилей, боссовский. Eventide H9 я использую. У меня 2 тембра там. Угу. Хорус — это все, что я успел. Они заблокировали, вообще нас выключили, все. Там я ничего не могу сделать. И я скачал офигенный лид, который вообще не сравнится ни с чем. Остальные проекты, если я играю, неважно, какой-то поп-музыку, там, джаз какой-то, предположим, я апеллирую только руками. Все, больше ничем. Громкость и руки. Все. Ну и датчик там, немножко острее сделать звук. Угу. Один добавляю, бриджевый датчик. Более плотный такой, какой-то такой, более где-то мутный надо звук. Добавляю нековый датчик. Бридж, нек, все. Ну, естественно, здесь есть параметрика. Ты добавляешь низа, если надо особенно. Ну, вот в поп-музыке там больше низко добавил себе, даже не обращая внимания на комбик. Комбик, чтобы в нуле стояло, все. Вот это моя настройка, не знаю. Ваш навык, ваш опыт, ваше умение владеть инструментом, ваше умение слушать и слышать то, что играют остальные, и то, что вы играете, и как вы встраиваетесь, это очень важно. Кстати, это самое важное, что вообще, наверное, я хотел сказать. А сам ты слушаешь? А сам я слушаю, не Modern Talking, конечно. Я даже не знаю, ты знаешь, вот по-разному бывает. Ну вот такой хороший день, отличное настроение. Ты садишься в машину, и что ты включаешь? Вот понятно, что зависит там день от дня, но вот что первое в голову приходит? Могу включить какой-нибудь Лири Тенора, Ларри Карлтона, старые записи. Пэт Мэттини группа Пэта Мэттини. То есть не личное его творчество, а когда они были именно вот группа в сочетании с Лайлом Мейзом. Все вот эти старые альбомы я слушаю, это просто... Для меня это фантастика вообще, музыкальная. Мэттини мне хватает прям вот, чтобы вот за глаза, чтобы вот прям сидеть так, думаешь, нифига себе, вот это да, вот это уровень. Музыкальный, технический, какой угодно вообще. Это вышка такая, что просто так вот, ого. Там все, там технические навыки, там идея, там музыка, штрихи, фразы. Но это не в смысле как бы разрознен, это я сейчас разрозненно говорю. И вообще вот это называется музыкой. Послушайте Чайковского, Рахманинова, Иоганна Себастьяна. И лайф Антона Горбунова. Вот. И, конечно же, лайф Антона Горбунова, да, согласен. Нет, вот у меня спросили по поводу того, что слушаю. Честно говоря, давно ничего не слушаю. Но вот лайф Антона Горбунова точно послушайте. Да, обязательно послушайте. Всячески рекомендую. Всем пока. Спасибо большое, Антон, что пришел. Были рады с тобой побеседовать, поговорить. Всех еще раз призываем, и настоятельно я лично рекомендую посмотреть лайв Антона. И ждем любителей бас-гитары на кемпе. Да и просто всем пока. До новых встреч. Всего хорошего. Увидимся.